Привет, дорогие друзья! Я Хуман. Сегодня приготовим ребрышки с рисом и зеленью. Посмотрите, какое оно мягкое, сочное, а нежное, прямо во рту тает. Нам понадобится сливочное масло, растительное масло, Петрушка, укроп, трава паджетника. У меня есть сушеные. Лук-порей. У меня есть морозилки. рис басмати. Я взял приблизительно 800 грамм. Шафран. Как подготовить его к использованию, посмотрите ссылка под видео. Зира молотая, лавровый лист, куркума, красный перец, черный молотый перец, немного корицы, соль. Лук 3-4 штуки. Чеснок 1 головка. Ну что, начинаем готовить? Поехали! Нарежем лук, но не нужно мельчить. Мы его будем варить с мясом. Все равно потом бульон процедим. Растапливаем в сковороде сливочное масло. Добавим немного растительного, чтобы сливочное не горело. Отправляем лук на сковородку. И пусть немного размякнет. Когда лук размягчился так, чтобы не ломается, выкладываем мясо. Вместе с ребрышками обжарим чеснок. Обжарим с двух сторон. Обжариваем до не сильно румяные корочки. Когда обжарится вот так, добавляем специи. Куркума пол чайной ложки. На кончике чайной ложки красный перец. Парочку лавровых листов. Черный перец на кончике чайной ложки. Зира пол чайной ложки. И немного корицы. Не добавляйте пока соль. Чтобы мясо не стало жестким. Из сковородки выкладываем все в кастрюлю. Заливаем обязательно кипящей водой. Льем немного шафрана. Если у вас бараньи ребрышки, можно солить сейчас. Если говяжьи, то попозже. Пусть готовится. Сейчас подготовим зелень. Лук-порей уже порезали с морозилки. Нарезаем где-то вот такой пучок петрушки. Укропа режем в 2 раза больше, чем петрушка. На сковороде немного размягчим лук-порей. Когда размякнет, добавим петрушку и укроп. Перемешаем и снимаем. Пока оставляем в сторону. Говяжьи ребрышки солим, когда будет готовить, процентов на 70. Посолим и поварим еще.
Когда мясо начнет отделяться от кости, процедим бульон. В этом бульоне будем варить рис. Кстати, этот лук с чесноком можно использовать как соус. Заранее промытый и замоченный рис засыпаем в кастрюльку и заливаем бульоном так, чтобы покрывал рис на фалангу пальца. Когда рис начнет булькать, добавляем зелень и ставим на огонь между медленным и средним. Крышку не закрываем. Когда рис впитает воду, снимаем с плиты. На дно кастрюли насыпем немного соли. И наливаем чуть-чуть масла. Немного шафрана и водички или бульона. Выкладываем ребрышки на дно. И сверху укладываем слой риса. Добавим сушеную зелень пажитника. Если у вас есть свежий, то его нужно перепустить в сковородке с остальной зеленью и добавлять в начале переварки риса. И в середину еще ребрышки положим. Снова рис, пажитник. И так, пока рис не закончится. Спасибо вам за комментарии, лайки и за то, что делитесь нашими видео с друзьями. Этим вы очень помогаете нам в продвижении канала. И благодаря этому мы можем продолжать делиться с вами рецептами. Ставим на медленный огонь и закрываем крышкой, закутанной в полотенце, чтобы рис был рассыпчатый. Ну что, подождем. Не смотрите, что такой цвет. Мясо темнеет из-за зелени. Посмотрите, какое оно мягкое, сочное, а нежное, прямо во рту тает. Вот и готово. Кушайте на здоровье, берегите друг друга. Ставьте лайк и заходите к нам в гости снова.